Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». И использовать я сегодня буду колоду Таро «Колесо года». Сконцентрируйте свое внимание на вашем мужчине, пожалуйста. Сегодня мы уже один расклад сделали о нас, любимых. Теперь посмотрим, что же происходит в его жизни, какие энергии его окружают, что у него там меняется, чего новенького нам покажут. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты, за подарки, которые вы присылаете мне, спонсорам низкий поклон. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно, искренне вас люблю. Итак, что происходит в жизни нашего героя прямо сейчас? Ну вот он прямо своей персоной. Посмотрите, это ваш мужчина. Гордый, вроде как независимый, вроде как так, ну, в общем, с характером мужчина. Может быть, чрезвычайно упрямым. По упрямству вообще императорам, конечно, равных нет. Всегда со своей позицией, всегда он прав. Ну и, конечно, по этому аркану он сейчас может заниматься своими мужскими делами, решать какие-то свои дела, проблемы. Ну, давайте посмотрим, какими энергиями сейчас он окружен, как нам его покажут. Ух ты, ну начинается. Что это тут у него такое? Рухнули иллюзии. Или же женщины по поводу него. Есть в его жизни женщина, королева Пентаклей. И здесь могли рухнуть иллюзии женщины по поводу него. Или же его иллюзии по поводу этой женщины. Но то, что здесь происходят необратимые некие процессы между этим мужчиной и этой женщиной, их связывает, безусловно, эмоциональная связь. И поскольку в первом ряду у нас выходит обычно девушка, которая смотрит этот расклад, то, соответственно, 99%, что это вы. Ну, есть, конечно, небольшой процентик, что не вы, если вы, допустим, с ним очень долго не общались и уже даже не знаете, что там, где и как у него. Но для большинства из вас это будете вы. И у вас между вами сейчас происходит как раз процесс переосмысления, переоценки ценностей и, можно сказать, крушения иллюзий. Еще здесь может быть так, что состоялось резкое расставание или же резко что-то стало явным. Вот здесь такие резкие некие перемены. И я вам напоминаю, что этот расклад у нас отыгрывается обычно вчера, сегодня, завтра. Где-то так, и небольшие временные промежутки до и после. Поэтому это может происходить прямо сейчас, могло происходить совсем недавно. Или же, возможно, нам показывают события ближайшего будущего. Вероятное событие, то, к чему все идет. Что уходит из его жизни сейчас и что, наоборот, приходит на смену. Ну вот я же говорю, прошла любовь, завяли помидоры. Девчонки, я, конечно, утрирую, шучу по-своему, да, хотя над такими вещами шутить невозможно и нельзя. Но здесь действительно была любовь, были эмоции, было что-то такое теплое, прекрасное. А сейчас, посмотрите, мужчина ушел, но здесь не важно. Нам именно на аркане показывают, что мужчина развернулся, ушел, но здесь уйти могла и женщина. И не зря я сказала, любовь прошла, завяли помидоры. Здесь что-то с этим связано. То есть, как бы, теряет он любовь, можно так сказать. Теряет человека, который ему давал этот ресурс, давал эту любовь, давал этих бабочек в животе, ощущения полета. Что-то здесь такое, девочки. Вот что-то здесь в этом плане. Еще здесь мужчина может сам разочаровываться в своих же чувствах, в своих же эмоциях. Или же женщине просто уже, извините за грубость, но осточертело все. В общем, как-то вот так. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Какая тут у нас красавица. Сообщение с женщиной идет. А, это вы или другая женщина? Ну-ка, давайте-ка я посмотрю. А, ну понятно. Не то, что общение с женщиной идет, а просто он думает, как вас задобрить. И если ушли, то как вас вернуть. А если он был инициатором вашего разрыва, значит, он думает, ну а как бы к вам, значит, подмазаться. Вот что-то в этом плане. Кстати, у очень многих из вас может быть так, что две женщины присутствуют в жизни этого мужчины. Для очень многих из вас, и, соответственно, он старается как-то подстроиться и под одну сторону, и под другую. Потому что не хочет терять ни ту, ни другую сторону. Если треугольника нет, значит, он вас видит в разных ипостасях. И если расстались, значит, думает, как вообще все восстановить, как вернуть.
И это и происходит в его жизни, в общем-то, сейчас. А если вы с ним продолжаете отношения, значит, он думает, ну как вас умаслить, как бы сделать так, чтобы вас или успокоить, или, так сказать, привести в чувство, чтобы вы претензии не предъявляли. Вот что-то здесь в этом плане. Думает ли о вас вообще этот мужчина? Если да, то что? Думает. Кстати, даже когда работает, даже на работе, даже занимаясь своими повседневными делами, этот мужчина думает о вас, он помнит о вас всегда. Что именно думает? Какие мысли у него о вас? Ой, о том, какой же вы человек хороший. Вот он думает о вас как о прекрасном, щедром, открытом, замечательном человеке. Таких, как вы, просто больше нет. Наверняка на белом свете. Щедры и на любовь, и на эмоции, да и материально можете быть щедры. В общем, вы такой открытый, светлый, прекрасный человек. И о том, как много в жизни вы ему давали. Кстати, возможно, он нуждается в вашей какой-то помощи. Для кого-то, может, материальная, для кого-то моральной поддержки. И он понимает, что ваша поддержка, она для него всегда бесценна, всегда очень важна. Пентакливые вышли такие арканы. И вот этот аркан о том, что ваш ресурс, некий ресурс, уж не знаю какой, материальный, эмоциональный, сексуальный, у всех по-разному, но он очень важен для него и очень ему нужен. Эмоции, какие испытывает этот товарищ к вам? Ну, что-то в расстроенных чувствах. По какой причине? По какой причине? Ну, потому что стабильность здесь. Если рухнула стабильность, то есть между вами были отношения, это все дело рухнуло, значит, он расстроен из-за этого. А если у вас продолжаются отношения, он переживает о том, что ваша стабильность, то, что сейчас между вами есть, может действительно это все измениться, что-то вам там вожжа под хвост попадет. Девочки, извините за грубость, ну правда. В общем, что-то вас может не устроить, вы можете что-то узнать, или какой-то скандал ему закатить, или еще что-то. Он испытывает эмоции сейчас по этому поводу. Вообще мужчина хочет тишины, покоя, стабильности, чтобы не было претензий, не было драматичных выяснений отношений. Вот этого он всего не хочет, он этого избегает. И испытывает отрицательные эмоции, когда это в вашей жизни случается. Когда это вообще в ваших отношениях происходит. Так что нам показали эмоции такие. А что волнует сейчас вашего мужчину? Что-то он начал, причем вполне возможно с кем-то, может быть и с вами. Смотрите, посадили семя, боб здесь такой большой, красивый, он пророс, проросточек уже росток пошел вверх, и они вместе ухаживают за этим урожаем, здесь вдвоем. Тут может быть так, что он сам мог, конечно, что-то начать, некое дело, некое предприятие, какие-то планы у него могут быть большие, серьезные. И сейчас об этом волнуется, чтобы это семя, чтобы оно не просто проросло, а чтобы из этого семени выросло растение крепкое, здоровое, мощное. Естественно, здесь много может быть вариантов, что это, но что-то новое. Или же он в партнерстве с кем-то. Для кого-то из ваших мужчин это женщина, возможно, вы, или же не обязательно женщина. Здесь, в принципе, партнерство с кем-то, что-то они начали взращивать, и чтобы это выросло, чтобы это дало свои плоды. Плоды эти были вкусные, сладкие, спелые. Что он скрывает от вас, и вам надо было бы знать. Многие вообще свои желания он скрывает от вас. Желаний у него очень много. Вообще мужчина весьма и весьма такой, знаете, сосредоточенный на себе, да, и вообще желания его и масштабы его фантазии, его мечтания, они глобальные, они масштабные, очень говорю масштабные, но это так действительно и есть. У него есть какие-то планы, ну прямо очень грандиозные, и вот эти грандиозные планы от вас скрыты. Конечно, у всех может быть по-разному, возможно, в отношении вас грандиозные планы, возможно, в отношении его работы, карьеры, ну, естественно, большая аудитория расклада, соответственно, очень много будет направлений информации, но смысл один. Огромный масштаб его мечтаний, его, ну, дай бог, чтобы эти мечты переросли, естественно, в цель, и он разработал планы, и действовал, и мечты его осуществились. Но что-то очень масштабное, что-то очень большое. Что этот мужчина хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит? Слушайте, ну как часто это бывает? Как часто это бывает? Что любит вас, что хочет быть с вами, что видит вас своей женой, что видит вас матерью своих детей, даже если вы являетесь его женой, матерью своих детей. Что вы его, по сути, жена, вы его единственная неповторимая. Вот это он вам хочет сказать. Давайте я спрошу, может быть, тут имеется в виду, что он скрывает отношения, допустим, с замужней женщиной или еще что-то. Давайте спросим, что. Нет, это вы. Это вы, что вы судьба его, что он любит вас, что он нуждается в вас, что вы лучшая, что вы единственная неповторимая в его жизни.
Ну, разве можно такие вещи скрывать? Ну, неужели непонятно, что женщину будет делать счастливым даже намек на это, тем более слова, произнесенные от души и с теплыми энергиями. В общем, не понимает у нас этого мужчина. Жаль, как всегда. Как у него дела дома, как атмосфера в его доме, если вы живете в разных домах или даже если в соседних комнатах, ну как-то мало общаетесь. А что-то как-то он кого-то в чем-то подозревает, за кем-то наблюдает. А в интернете, когда сидит, может слежку вести за вами, кстати. Или еще за кем-нибудь. Но больше, конечно, здесь за вами идет. Как-то он себя тревожно чувствует, как-то не очень. У него сейчас конфликт с самим собой, что-то его раздражает, что-то ему не очень-то нравится. Если, кстати, о вас информацию где-то добывает, она тоже ему может не нравиться. А следит ли за вами? Давайте посмотрим. Я не могу сказать, что он следит, он может послеживать, конечно, да, но сейчас добавлю. Да, поняла. Он не хочет этого делать, но ничего с собой поделать не может, и ему приходится. Не зря у нас вышел такой аркан, что послеживает, и тут же Иерофант пошел. Я думаю, ну смотрите, противоречие какое. Нет, он понимает, что для покоя его души и как бы эмоционального баланса лучше за вами не следить, и лучше информацию о вас не получать. Но он ничего не может с собой поделать. Он все равно идет, я не знаю, в тот же интернет, в те же мессенджеры, у кого-то спрашивает что-то. Ну, в общем, информацию о вас добывает здесь мужчина. Если есть, конечно, такая возможность, я понимаю, что расклад смотрят десятки тысяч людей, но здесь идет информация для большинства. Где-то в чем-то для вас полностью срезонирует, где-то частично, где-то нет, вы понимаете, да, что общий расклад так и есть. Но вот приблизительно так. В эти дни мужчина, когда проснулся утречком, он думал о вас? Была ли первая мысль о вас? Да, король чаш. Однозначно, сразу же подумал о вас. И мысли были нежные. Король чаш с нежностью, с любовью, с такими приятными эмоциями о вас думал. Мог с утра подумать, как же я ее люблю. Но сказать-то это не может, у него язык к небу присох. А вообще мысль была такая вечером. Думал ли о вас? Да, и более того, ждал от вас известия. Или хотел с вами поговорить. Или, может быть, вы с ним общались действительно вечером. Думал, да, думал. В течение дня... И в течение дня. Но он почему-то здесь как в ожидании находится чего-то. Возможно, здесь идет информация для тех, кто в расставании с ним, и он ждет, пока вы ему что-нибудь там настрочите, напишите, черкнете несколько слов. Как будто он в ожидании известия от вас находится. Смотрите, смотрит туда вдали, ждет, когда же она, или как-то в отношении меня проявится, или напишет, или что-то, какой-то шаг с ее стороны. Так, ладненько. Давайте теперь смотреть информацию для тех, кто сейчас находится в расставании. Если вы сейчас в расставании на паузе, он хотел бы вас вернуть или нет? Конечно, туз пентаклей 100%. Но здесь явное осознание важности вашей в его жизни. Конечно, безусловно, даже нет никакого сомнения. Хорошо, а готов ли он на первый шаг? Можно ли от него чего-то ожидать? Через некоторое время, да. Не могу сказать, что прям сразу. Хотя очень часто бывает так, что вы смотрите расклад, и мужчина, который давно не появлялся, вдруг бах, и появляется во время расклада. Такая ситуация случается очень часто. Так что, конечно, никто от этого не застрахован. Но от мужчины действия однозначно должны быть здесь. Возможно, позже. Но это с желанием помириться, желанием наладить отношения, потому что вы очень важны для него. А ждет ли от вас действия этот мужчина? Ну, в общем-то, он был бы рад, если бы вы сделали первый шаг. Это было бы очень здорово. Для него это было бы прям вау, как класс просто. Нет слов, как хорошо. Ну, давайте тогда я спрошу, а вам стоит сделать первый шаг? Сегодня сделаю исключение. 50 на 50 колесо фортуны. Сегодня четкого ответа нет для вас. А вы в любом случае здесь, даже если в расставании, то это явно не точка, это пауза, это остановка. И в любой момент вы вновь можете с ним встретиться, сойтись, помириться. Здесь вы будете делать, не будете шаг, неважно, все равно вас судьба вновь, вероятнее всего, сведет. Так что 50 на 50. Смотрите уже по своей ситуации. Как он считает, вы к нему относитесь сейчас, ваши отношения? Ну, эмоции испытываете точно. Хорошо вам с ним. Может быть, вы с ним как-то, знаете, вот
ах, такие моменты в жизни переживали в отношениях, когда вы, может, даже дурачились, юморили, так вам хорошо было, весело, здорово. И он считает, что вот эти приятные, чудесные моменты у вас в памяти. И даже если вы с ним расстались, и расстались некрасиво, или сейчас у вас есть проблемы в отношениях, он считает, что те прекрасные, замечательные, легкие, чудесные моменты, которые у вас были в прошлом, они для вас важнее. И вы помните именно те моменты, то есть плохое вы не помните. Или, ну, по крайней мере, не слишком на этом зацикливайтесь, он на это надеется. Как вам лучше сейчас себя вести с этим человеком? Ну, как королева кубков. В общем-то, конечно, это довольно так мягко эмоционально. Вы знаете как, вот аркан повешенный, я не могу сказать, что здесь я вижу какие-то активные действия, а вообще королева кубков повешенный говорят о том, что немножко усмирите даже свою королеву кубков. Если вам хочется броситься ему на шею, расцеловать и сказать: любимый, я твоя навеки, все прощаю, возвращайся. Ну, даже если вы с ним не поссорились, не расстались, то поменьше ему навязывать свою любовь. Вот почему-то я сейчас так грубо сказала, но это действительно так. Демонстрировать любовь можно, конечно, когда вы любите, ну так вот мягко, очень мягко. Не стоит навязывать свои эмоции. Если, допустим, вы с ним расстались, и вам хочется ему позвонить, написать, рассказать ему о том, что, как вы его любите, как вы хотите ему все простить, чтобы он вернулся, вот здесь надо сдержаннее быть. Потому что в ответ можете получить, смотрите, он висит в каком ледяном коконе. В ответ вы можете получить или холод, или непонимание. Вот когда у вас возникают, вести себя надо нормально, не быть снежной королевой, конечно, но и не быть полностью королевой кубков, то есть горячие эмоции сдерживать. Более так сдержанно себя вести с ним. Вот это будет правильная тактика поведения. Чтобы не получить мороз, холод в ответ. А королева кубков это очень ранит. Очень ранит. Если вы сейчас надумаете уйти из отношений, как он отнесется? Он не захочет, чтобы вы уходили, конечно. Будут ли какие-то действия, могут ли быть с его стороны, чтобы... Да, могут. Он может постараться с вами какую-то такую работу провести в том плане, что давай все забудем, давай все оставим в прошлом, все наши претензии, все наши проблемы. Как-то вот по дураку он захочет с вами обновления, он может даже предложить вам как-то, ну вот зачеркнуть все, что было раньше, забыть все, что было раньше и пойти в новый путь. Терять вас точно не захочет. Я не вижу тут скандалов, каких-то подлостей с его стороны, но вот он точно не захочет вас терять. Даже если он ничего вам предлагать не будет, то у него останется это в планах. Если сразу вы его ошарашите решением своим уйти, он может сразу, конечно, никаких не предпринять действий, но потом он может предпринимать действия для того, чтобы с вами обновиться, помириться и вот как с чистого листа начать. Вот здесь сейчас так. Если предстоит некая дата, с которой вам необходимо его поздравить, а вы с ним находитесь в расставании, стоит ли это делать сейчас? Ну, вы знаете, для большинства идет что да. Умненько, конечно, прям очень умненько. Ну, маг здесь не зря вышел. Маг здесь как-то правильную надо выбрать тактику поведения и поздравления такое, как-то вот правильно оформить его. Но вот сегодня очень редко так выходит, но для большинства из вас этот шаг сделать можно. И сделайте этот шаг с хорошим настроением. То есть не, даже если у вас там плохо все с ним, к примеру, не показывайте, не подавайте виду. Как-то, может, с юморком или как-то вот так. Смотрите, какое хорошее настроение здесь у королевы жезлов. Плюс двойка кубков. По-доброму. Без претензий, без каких-то подтекстов в вашем сообщении, если вы сообщение будете отправлять, или если позвоните его поздравите. Как-то легко, солнечно и так беззаботно, я бы даже сказала. Вот это будет лучшая тактика поведения с ним. Если вы понимаете, что нужно, вот необходимо поздравить вам его, можете это сделать, но вот в таком формате, как я вам сказала. Так идет здесь. А если у вас скоро некая дата, с которой он вроде как должен вас поздравить, но вы не знаете, поздравит или нет, а вы ожидаете все-таки, он собирается вас поздравить? Думает, находится в раздумьях. Смотрите, как меч держит такой оголенный и думает: так, как бы мне это сделать так, чтобы не упасть лицом в оливье? Как бы мне сделать так, чтобы прям вот, чтобы не унизиться перед ней? Вроде как и хочется, и понимает, что надо, но унижаться здесь мужчина не хочет. А если
вероятность того, что поздравит. Ну, здесь видите, как чаши весов? Тоже так вот 50 на 50. Половина аудитории да, половина нет, но все-таки для большинства шанс большой. Большой здесь. И еще высшие силы могут вмешаться в процесс, и даже то, чего он там хочет, не хочет, возможно, как-то таким образом обстоятельства могут сложиться, что придется ему вас поздравить. Вообще, по справедливости он должен был бы это сделать. Высшие силы считают, что, ну вот, если он человек, а не редиска, лучше бы он это сделал. Но для многих получится так, что да, может это сделать. Так, девочки мои дорогие, по-моему, я все спросила. Если вдруг какой-то вопрос забыла, не обессудьте, пожалуйста. Спрошу в следующий раз. Я делаю часто этот расклад, вы знаете, через день, через два, где-то так. И давайте сейчас будем переходить к блоку для тех, у кого есть соперница, к сожалению. Ну что поделать, жизнь такова. Если соперницы нет или вы только подозреваете, не мучьте себя подозрениями, пожалуйста. Уходите с расклада. Это заключительный вопрос расклада. Что у него с соперницей? Ничего удивительного. Нормального у них никогда ничего не бывает. Она уже вся изошлась в ревности, эта женщина. Ну, тут такой мужчина у нас. Наш пострел везде поспел. Здесь у мужчины есть явное общение, причем он даже в инете может знакомиться. Или же просто она знает о том, что у него есть связь, кроме нее, а может быть, она даже и подозревает, что есть кто-то еще. Ей от этого ужасно плохо. Она чувствует себя просто разбитой, раздавленной. Ужасно. Вот показывают сейчас, у нее идет сильнейшая душевная борьба и очень большая ревность. Она прям может наблюдать за ним, когда он встречается с другой женщиной, где-то выискивать, наблюдать, я имею в виду, какую-то слежку за ним вести. Видите, девушка здесь со стороны смотрит. Она ревнует его к бывшим отношениям, она ревнует его, подозревает, что он может с кем-то знакомиться, общаться в том же интернете, что у него, в принципе, есть какие-то связи еще на стороне. В общем, она вся в этих подозрениях и переживаниях. Здесь показали состояние девушки сейчас, женщины. Оно вот такое, смотрите. Сидит под грибочком здесь человек и печалится. Да почему же так все? Ну, потому что мужчина дьявол настоящий. Здесь женщина пребывает в состоянии абьюзивных отношений. Она несчастлива вообще никак. В постоянной ревности, в постоянном внутреннем конфликте с самой собой из-за него. В общем, здесь показали даже не то, что между ними происходит, а вот такое тяжелое состояние женщины, которая с ним в отношениях. Вот такой получился у нас сегодня расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Благодарю вас за лайк, благодарю вас за теплый комментарий. Желаю всем счастья, любви, добра, света, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех нежно люблю. Всего доброго. Пока-пока. До следующего расклада.